Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 3 по 9 июня. Давайте узнаем, что же карты Таро для вас на предстоящую неделю приготовили. Или точнее, как они видят, будут разворачиваться события, ваши какие-то приоритеты. Первую карту мы достанем, что важно знать. Что для вас будет важным в течение этой недели? Король жезлов. Может быть, конкретно есть человек, который для вас, может быть, это ваш близкий, может быть, духовный руководитель, такое тоже может быть, потому что, пусть не в этой колоде, в другой, проходит такое лидерство, ведь это харизматика по этой карте проходит. Но это может быть и ваши собственные энергии, когда я хочу что-то осуществить. Это пока еще не действие, а только как цель может быть у вас сформирована. Или конкретно человек, который рожден под знаком зодиака, стихия огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент, а может быть и по Луне. Но будьте внимательны, потому что энергии достаточно сильные, такие яркие, мощные. Может быть, это как новость, вы услышите и получите для себя самой какое-то намерение к чему-либо приступить. Но опять же, это намерение. Это еще пока не действие. Ну вот давайте узнаем, а что же может быть в действиях, нам скажут карты. Что важно знать? Чего не избежать? Или неожиданности? Чему сейчас не время? Что вам может помешать? Что вам будет помогать, мои дорогие козероги? Что скрыто? Может быть, вы чего-то не замечаете? Или от вас скрывают? Узнаем. Дело, работа, бизнес. Энергия денег. Хочу перемешать. И личная жизнь для козерогов. С 3 по 9 июня. Давайте будем узнавать, что же важно. Вот елки-палки. Почему-то говорю, сейчас объясню. Вам уже не первым и не вторым выпадает уже... Я 1000, наверное, раз перемешала колоду карт. Но почему-то 15-й аркан именно на этой неделе какие-то очень сильные энергии. Это где-то может быть сопряжено с Марсом, который нас словно подталкивает в спину и говорит: давай быстрее, осуществляй то, что ты хотел. Или для кого-то из вас может быть как раз получение денег по 15-му аркану. Это проходит. Или это ваша личная жизнь, вопросы страсти. Король вот этот жезлов, который у нас перевернулся. И пусть это не конкретный человек, как я сказала, и перечислила, какие знаки могут его обозначать. Но это есть желание быть с конкретным человеком или что-то осуществить. Очень сильное желание, как цель, как намерение. Но самое главное, мои дорогие козероги, мы не должны попасть на удочку к этому 15-му аркану. И тут проходит такой момент, когда мы в себе самоуверены. И самоуверенность – прекрасное качество, но пока оно не перетекает в самонадеянность. 15-й аркан как раз нас предупреждает. Если ты мне в лапы попадешься, то ты можешь оказаться вот этой марионеткой в моих руках. Поэтому держать руку на пульсе и не позволять какой-то вашей игре или вашим намерениям перерасти в чью-то чужую игру, когда вы перестаете контролировать ситуацию. Но у вас достаточно сил, физических сил, осуществить то, что вы планируете на эту неделю. Но быть осмотрительным определенно стоит. Вопросы партнерских отношений могут для кого-то из вас стоять на первом месте. И здесь вот этот побудительный мотив может затмевать голос разума. Опять же, будьте внимательны. Чего не избежать? Очень серьезные карты. У вас тут какой-то момент перехода намечается, когда вы можете именно на этой неделе сказать «нет» прошлому. Карты трансформации. По сути дела, мои дорогие, это сам по себе Плутон. Может быть, он на вас так еще оказывает влияние своими реверансами. То он вышел из вашего знака зодиака,
то он потом на время как раз входит. Окончательно он окажется в Водолее, это будет только осенью. Но вы можете ощущать вот эту разницу или связь между прошлым и будущим. У вас как раз теперь период перехода, вот порогового значения между прежним жизненным этапом и теперь вашими намерениями и целями. И если какое-то время прошлое вас держало как в оковах, в заперти, на этой неделе уже новые, более позитивные энергии, силы, они могут ворваться буквально в вашу жизнь, и важно не смести самого себя на пути своих собственных желаний, своего личного прогресса, может быть и так, или вашей любви, так тоже может быть. Карта, конечно, позитивная и говорит, что здесь может эта трансформация по 13-му аркану, это то, чего мы не можем изменить. Убыстряться значительно в разы, потому что с 15-м арканом тут может проходить что-то, как какие-либо события, новости, когда молниеносно что-то происходит. И мы на это не влияем, успевая с одной стороны поворачиваться, а с другой стороны успевай замечать, что говорят люди, что происходит вокруг, просчитывать свои действия определенно наперед на пару шагов стоит, или, по крайней мере, предполагать, что я буду делать, если что-то пойдет не так. Но не на все вы тут влияете, мои дорогие козероги. Что важно знать, 2 старших серьезных аркана, вот как раз обстоятельства на этой неделе на вас влияют. Новости какие-то влияют на ваши действия, на ваши дальнейшие планы, на то, что вы хотели бы осуществить. Может быть, для кого-то это связано с переездом, для кого-то с тем переездом, который вы не планировали, а обстоятельства так могут закрутиться. Или это придет посредством личной жизни. Здесь тоже может начать что-то очень быстро развиваться или наоборот подходить к своему итогу. Но так или иначе, то, что суждено, мы говорим, да, если даже планетарно, период очень важный, второй половины 2024 года. Он будет важен потому, что последующий 25-й год, 26-й, увы, турбулентности какие-то ведь не заканчиваются. А нам за вторую половину 2024 года нужно отстроить наше место безопасности буквально, нашу стратегию, тактику в плане работы, чем мы будем, собираемся, намереваемся заниматься, как мы видим, откуда к нам будут приходить доходы. И кто-то из вас может как раз и решать тоже вопросы по работе. Может быть, у вас было 2 работы, дополнительный доход и основная какая-то, и вы встанете перед выбором, чем я буду заниматься, где больше перспективы. И здесь важно не наломать дров, с чем-то не торопиться, потому что ускорения могут быть. А для кого-то из вас это еще обстоятельства извне, которые тоже могут подталкивать, сделать какие-то важные выводы. Давайте посмотрим, чему сейчас не время. Конкретно вот по тузу Пентаклей мы садим росток. Или это какая-то новость может, как я уже только что говорила, вас побуждать каким-то намерением и целям. Но туз – это единица или самое начало. Поэтому если в позиции «чему сейчас не время», что-то старое мы как будто забросили и новое начали. Или вот я только что произнесла по части работы, может быть, 2 работы. Одна как новое начинание, а вторая то, что уже определено, то, что уже со стабильным доходом. И вот здесь не время полностью полагаться на что-то новое. Оно еще отстроится, но этот период перехода, он еще продолжается. И события извне, или какие-то новости, обстоятельства вокруг вас, они будут или продолжат развиваться. И вы пока на этом этапе не можете предугадать. Это как действительно какая-то, назовите, игра судьбы или каких-то обстоятельств. И вам придется еще избрать какой-то надежный фарватер, прежде чем вы осуществите свое намерение. Правда, не рискуйте собой. Вот я бы сказала так. Что вам помогает? Но энергии будет много. Это помогает, это точно. По королеве жезлов вообще основной посыл этой карты. Это та, которая имеет твердую, прочную позицию. Та, которая надеется сама на себя. Это очень про вас. Хоть и жезлы, вроде бы огонь, но, тем не менее,
По королеве жезлов ее жизнь опускала на колени несколько раз, но она каждый раз подымалась. Поэтому она и надеется теперь сама на себя. Но вот этот процесс падения и подъема выработал в ней очень хорошую тактику. Первое. Она умеет хранить секреты. Она никому не расскажет, что же она планирует на последующий период. Вы никогда от нее это не узнаете. И вам где-то советуют действовать в том же ключе. Она не расскажет про те тайны, которые ей доверили люди. И это тоже сильная позиция. Вот одно и второе, это третий момент, уже позволяет ей держать руку на пульсе. Она информирована, она умеет работать с информацией. Четвертый момент. Она умеет правильно распорядиться деньгами. Это ее большой плюс. Людей может быть на этой неделе в вашей жизни много, в принципе, самых разных. Каких-то случайных контактов или по вашей даже работе больше, чем обычно, может быть, каких-то посетителей, или, смотря чем вы занимаетесь, покупателей, или вопросов какой-то многозадачности. Но у вас получится со всем этим управиться. Что скрыто? У вас, правда, перемены продолжаются. И карта колесницы, она предвещает успех. Но нам к этому успеху нужно еще пройти. Это первое. Второй момент. Отказаться полностью, закрыть прошлое. И у кого-то буквально, может быть, проверить юридические документы в плане за прошедший год, если вы платите самостоятельно налоги, все ли там в порядке. У кого-то, если вы занимаете должность определенную, проверить свои отчеты. Не должно быть каких-то хвостов. Потому что закрыть в дверь в прошлое нам действительно придется. Для того, чтобы освободить место для чего-то нового. Но это новое мы не можем просчитать. И поэтому, чтобы мы себя чувствовали более уверенным, не допустите той ситуации, когда для вас как какое-то белое пятно или какой-то вопрос не прояснен. Или вы, мои дорогие, вот дьявол у нас все-таки вверху, согласитесь на какую-то мутную сделку, ситуацию, а она потом через энное количество времени обернется вам, что вам один на один придется решать какой-то вопрос. Перемены продолжаются. И то, что вы видите на данный период времени, это совсем не то, что, может быть, будет уже через неделю, через 2, может быть, через месяц. Нам карта не говорит. Но то, что перемены у вас будут, это точно. Для кого-то практически, может быть, придется вступить в вопросы наследства или какие-то подобные могут быть у вас процедуры. Для кого-то из вас поехать в какую-то местность, чтобы там конкретно увидеть своими глазами и что-то решить или совершить важные разговоры. К вам может приехать человек, к этому тоже надо быть готовым. Это скрыто, это то, что мы не планируем, это то, что мы можем пока даже не догадываться, не предполагать, не знать. Сами по себе перемены уже практически, да вы в процессе перемен. Все то, что я говорила в самом начале, карта это подтверждает. Дела, работа, бизнес. Вот не должно быть никаких отрицательных эмоций. Не должно быть самокопания или сожаления. И даже если что-то из прошлого не получилось у вас, или какая-то прежняя история, может быть, закончилась по части работы, может быть, это как известие, что человек какой-то увольняется, а у вас с ним были душевные контакты, и все же, ну, значит, такова судьба. Нам мелкая карта, 5 чаш, лишь говорит о чем в этой колоде. Выплесни негативные эмоции. Даже если это сопряжено как с расставанием или с какими-то сожалениями о прошлом, что что-то не получилось. Вот у нас девушка изображена, она, обратите внимание, лениво, без эмоций, переворачивает вот ту миску, в которой как бы находятся наши негативные эмоции, и она их выливает вот в тот омут, куда они сейчас уйдут безвозвратно, без сожаления, и не останется и следа. Вот и вам карта предлагает сделать то же самое. Самое важное возле вас. Вот увидите самое важное, а то, что уже теперь не имеет никакого значения или вам не служит прогрессом, не стоит об этом сожалеть. Вверху 13-й аркан, и он тоже нам говорит: отпускай. Чем быстрее ты примешь какую-то ситуацию, может быть, она тебе и не нравится, или есть у тебя, ну, какие-то разочарования. Ну вот на данном этапе,
Что там у тебя было, это не имеет никакого значения. Здесь подвести итоги вот нужно, как будто так. Что же у нас по финансам? Карта императора. У кого-то это может быть человек, который вам оказывает содействие. Ну, содействие может быть разным в оформлении документов. Может быть, это вы пойдете решать вопросы, связанные с банком. Или, может быть, это вопросы по части вашей недвижимости или движимого какого-то имущества. Но тоже согласование вы какие-то будете в высоких инстанциях проводить. Это могут быть представители законной власти. Это может быть человек, который властью наделен. Может быть, это ваш личный человек, близкий человек. И какие-то вопросы финансов вы с ним будете тоже обсуждать, обговаривать, планировать что-то наперед. Но если вы идете в какие-то инстанции, уважаем власть, карта императора, уважать власть придется. Не идти против системы иерархии. Нам об этом тоже говорят. И есть еще один момент. Мудрый император. Он имеет всегда цель, но он больше действует на самосохранение в первую очередь. Да, вот эти цели, они должны быть осуществлены, но он понимает, что часто нельзя положиться ни на людей, ну и невозможно просчитать обстоятельства, вот о чем мы с вами говорили. И он готов корректировать какие-то свои мелкие планы для того, чтобы важное было осуществлено. Где-то и вам вот в этих энергиях придется быть императором, хозяином собственной жизни. И, может быть, от чего-то вы откажетесь, дабы удержать что-то более важное. Или, может быть, у кого-то из вас это будет сопряжено с решением важных финансовых вопросов, может быть, и куплей-продажей. Будьте и гибкие, но и в то же время не нарушайте закон. 15-й старший аркан, а рядом 13-й. Все-таки я вижу, что корректировать вам что-то придется. Или договариваться с таким императором, что тоже не всегда бывает легко. В личной жизни что нам? Выбор. Двойка жезлов. Направо или налево. Девушка пока смотрит в окно. Ничего не меняет, да? И я могу сказать, что в личной жизни, скорее всего, будет так же, как на предыдущей неделе. Может быть, это и есть вот эти все вопросы вот по старшим арканам, а у вас их 4 выпало, причем все серьезные. 15-й, 13-й, колесница, император. Вы будете для себя, ну, так, знаете, аккуратно прощупывать буквально, как мне лучше обустроить то или иное дело, решить тот или иной вопрос. Или по части личной жизни тоже какие-то принять решения очень важные, потому что как будто два пути. Можно и направо, можно и налево. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.